Всем огромный привет, друзья! Готовлю творожную запеканку без добавления манки. Очень-очень полезный вариант завтрака. Времени на запекание, если будем готовить в микроволновке, займет ровно 13 минут. В результате нежнейшая творожная запеканка, по консистенции напоминает омлет, такой творожный пудинг, очень воздушная. Сверху добавьте еще на свое усмотрение замороженные или свежие ягоды, любое варенье, и вот вам и полезный десертик. Творог 500 грамм творога, ровно 500. Тут у меня 5 яиц, небольшое количество сахара нужно, еще сметанка и горсть изюма. Творог 500 грамм, он у меня уже такой перетертый, довольно такой мягкий. Если у вас попадется творог домашний с крупинками, не забудьте или перебить блендером, или перетереть через сито. К яйцам добавляю ровно 5 столовых ложек без горки сахара и венчиком взбиваю. Сильно взбивать не надо до пены, просто чтобы разрушить структуру яиц. Яйца у меня домашние, от домашних курочек, поэтому 5 яиц. Вот на ровно 500 грамм творога это 5 куриных яиц. Можно добавить на одно меньше, ну, конечно же, так вкуснее. Благодаря вот такому содержанию яиц и творога, эта запеканка у нас получится очень такой воздушной и будет напоминать омлет. Вот просто с помощью вилки все смешиваю, потому что у меня творог уже весь измельченный, перебитый. Поэтому мне осталось только вот с помощью венчика или вилки смешать до однородной структуры. Теперь сюда же, к этой всей массе, на кончике ножа добавляю ваниль. Можно добавить ванильный сахар, у меня просто ваниль. Все. И теперь горсть изюма. Изюм, естественно, я промыла, просушила. И теперь осталось добавить сметанки тоже. 5 столовых ложек сметаны. Все хорошо перемешала. Масса эта получается такой довольно жидковатой. Поэтому сюда 1 столовую ложку крахмала кукурузного. Крахмала столовая ложка с горкой. Все перемешала, теперь накрываю стеклянной крышкой и отправляю в микроволновку. Самая большая мощность у меня на микроволновке это 800 Вт. И устанавливаю сначала на 8 минут, а потом еще добавляю 5 минут. И когда полностью запеканка проготовилась и остыла, остывает при закрытой крышке, вот посмотрите, как она прекрасно держит форму, и подаю с сметанкой, с ягодами или просто с вареньем. Это уже на ваше усмотрение. Вот такой простой, нехитрый, но очень полезный завтрак, особенно для детей, да и для взрослых. Одним словом, полезное начало дня или вместо десерта. Друзья, ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория.